Вы смотрите канал Build Your Life, и это выпуск новостей с мира сантехники за январь 2022 года. Да, это начало года, но мне, как всегда, есть о чем рассказать. Меня зовут Евгений Семенчук, и в этом выпуске вы узнаете о новинках от таких компаний: Rehau, Wavin, Thieme. А также в этом выпуске дебютирует новая рубрика «Технологии сантехники». Я расскажу о технологии умных окон. А также еще и много других новостей. Поддерживайте мою работу лайками, комментариями, репостами и подпиской на мой канал. Новости европейского рынка. 20 января компания Rehau открыла свой 35-й завод. Он находится в Клайпедской свободной экономической зоне в Литве. Площадь нового предприятия составляет 19 тысяч квадратных метров. Здесь будут производиться полимерные трубы и экспортироваться в более чем 10 стран. Наверное, в том числе и Украину. Всего на заводе будет установлено 23 производственных линии, способные выпускать до 6600 километров труб в месяц. Группа компаний Wavin сообщает о выкупе контрольного пакета акций Vectus Industries Limited, производителя водопроводных и дренажных труб и лидера рынка резервуаров для хранения воды в Индии. Сделка будет закрыта в первом квартале 2022 года. Atlantic Group сообщает о строительстве нового завода в Стамбуле. В дополнение к площадке Yozgat, историческому заводу бренда Erensan, который входит в группу Atlantic, этот новый завод расширит производство промышленных котлов. Строительство будет завершено в конце 2022 года. Далее я расскажу об интересной статистике. В Италии создали список 200 лучших экспортеров 2021 года, исходя из динамики роста по сравнению с 2020 годом. Из сантехнической отрасли в этот список пошли Евротуби 32 место, B-Matters 50, Камиса 59 и Педрола 63 место. А теперь перейду к новинкам продукции. Компания Viega. Эти немцы представили новые краны MegaPress G для работы с газом, а также расширение типа размеров кранов ProPress и MegaPress. Как и фитинги MegaPress G, новые краны MegaPress G предназначены для применения в нефтегазовой отрасли и могут выдерживать коррозионно-активные среды. Они доступны в размерах от 0,5 дюйма до 2 дюймов. К линейке кранов Viega MegaPress были добавлены размеры от 2,5 дюймов до 4 дюймов. Они предназначены для системы опрессовки труб из углеродистой и нержавеющей стали. Ранее они были доступны только в размере от 0,5 дюйма до 2 дюймов. Краны одобрены для всех применений MegaPress, за исключением природного газа. Краны Viega ProPress теперь также доступны в размерах от 2,5 до 4 дюймов. Они используются с медными и нержавеющими трубами. Они могут применяться также и для питьевой воды. Итальянская компания Vir представила шаровой кран и привод Eno. Это двухсторонний латунный шаровой кран для сложных условий, таких как винные погреба. Еще одни итальянцы с Thieme запустили в продаже новый компактный магнитный фильтр TM Mag Evo. Он имеет встроенный байпас, фильтр-элемент на 800 микрон, комплектуется неодимовым магнитом на 12 тысяч гаусс. Рынок Украины. Компания Thermojet начала производство и продажи коллекторных шкафов, как внешних, так и внутренних. Компания Santechplast запускает новый модельный ряд шаровых кранов из ПВХ. АТ Пласвит открыл новый инженерный центр в городе Тернополь. Теперь к новостям международного рынка. Белорусская компания Чистый берег запустила свой новый сайт. Компания Sunline представила интересную новинку – присоединительный узел подключения теплового счетчика с шаровым краном. По сути, это одиночный клапан по типу узла нижнего подключения с накидной гайкой с одной стороны и поворотной резьбой с другой. Эта поворотная наружная резьба позволяет менять положение клапана в удобное положение после монтажа. Производитель отопительного оборудования Lemox представил новинку – котлы серии Omega CL с чугунным теплообменником. Модельный ряд от 16 до 50 кВт. Надежная автоматика 820 Nova SID. Возможность подключения комнатного термостата для регулировки температуры внутри помещения с высокой точностью.
Ну и в конце обещанная новая рубрика «Технологии в сантехнике». Во время работы в стартапе Бодл Натану Янгбладу, доценту технического факультета Университета Питтсбурга, занимавшегося разработкой дисплеев с технологией изменения цвета, пришла идея разработки умных окон. Инфракрасный свет не виден человеческому глазу, но ощущается как тепло. Если бы можно было влиять на то, сколько инфракрасного света отражает или поглощает стекло, можно было бы регулировать температуру воздуха в помещении. Умные окна регулируют температуру за счет регулирования общего количества света и соответственно тепла. Это происходит благодаря чередованию прозрачной и непрозрачной панелей. Исследователи создали материал с дополнительным оптическим покрытием на внутренней стороне стекла, который может либо отражать инфракрасный свет, либо поглощать его, отапливая помещение, при этом сохраняя неизменным количество видимого света. Задача заключается в том, чтобы человек мог настраивать такие окна, переключая покрытие из режима поглощения в режим отражения в зависимости от сезона. По оценке ученых, использование умных окон Бодл сэкономит от 20 до 34% потребления энергии в год по сравнению с типичными двухпанельными окнами. На этом все. Всем спасибо и до новых встреч!